Путешествие вкусно. Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы в горах Кавказа на Красной Поляне. Посмотрите, какая красота. И в этом ролике покажу вам свое первое впечатление от этого места. Кое-какую еду. Ну, не кое-какую, а прям серьезную, нормальную такую гастрономию. И как провести с коллегами прекрасное корпоративное мероприятие там в течение буквально 3 дней. Вернее, что можно увидеть в течение 3 дней по несколько часов в день. В общем, если ты попадаешь сюда первый раз, как я, например, то я вообще в невероятном нахожусь состоянии от впечатлений, потому что насколько все организовано, насколько все продвинуто, насколько это доступно, с большими возможностями для разных увлечений, настроений. И вот мы, например, сейчас были на высоте 940, сейчас поднимаемся на 1500. 540 внизу, 960 мы живем, 1500 мы поднимаемся, и дальше 2400. И все это вот на таких прекрасных, комфортных фуникулерах. Вот видите, даже ковровыми покрытиями для мягкости и удобства оббито. Посмотрите, какие виды. И тут у меня возникла дилемма, что лучше, горы или море. Мне кажется, лучше море в горах. Да, вот как я говорю, почему я в Кемерово. Море у подножия гор. Да, но здесь у тебя получается и море, и горы, в принципе. Попадаешь вот в этот лес, и как ты там себя ощущаешь? То есть какие ты эмоции там испытываешь? Ты же не видишь этой красоты постоянно. Ты видишь ее в моменте, когда выходишь на какой-то пригород, ты видишь склон, Ты ущелье. имеешь в виду вот этот вот кавказские джунгли Да, вот эти, да. да? И когда ты внутри этих джунглей, что с тобой происходит? Мы обязательно там же будем, у нас же будет тропа специальная, где мы будем это ощущать, воспринимать. Промежуточная станция 1460. Дальше поедем в Реликтовый лес. И, в принципе, отсюда уже тоже уходят маршруты. Почти 1500, уже так достаточно зябко. Поэтому обязательно утепляйтесь, когда будете подниматься. Буквально несколько минут, минут 10. И вот уже вверх, как Денис говорит, более скальные породы. Специалист по скальным породам. И смотрите, тут уже Прямо облака. в облаках. И 13 градусов. Ну что, уважаемые коллеги, вы на высоте 2200. Это же похоже на альпийские луга, Денис. А я в Альпах не был, но, наверное, из сказок может что-то точно. Ух, вот это да. Ресторан «Яблоки печем». Сногсшибательные виды. Арт-пространство. Это место, которое должен посетить каждый, будучи на Красной Поляне. Смотри, там прям 3 печи. Вон они отправляют мозговые косточки, видимо, наши. Денис, расскажи, что ты пьешь? Я пью лунный блик. Это коктейль из текилы. Другого состава я там не помню. Вермут. Вермут. И маслинка. Ой, а у меня тут какой-то глубокий букет бузина, джин и что-то еще. Очень круто. Вообще в таких местах, не берите традиционные коктейли, как мои коллеги, например, шпиц-пюро взяли. Берите что-нибудь, чего вы нигде больше не видели, чтобы оно вас окончательно удивило и потрясло. Даже алкоголь может быть очень вкусно. Попробуй вот этот вот. Ой, прям яблоком зеленым. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Наташ, что ты там с рапанами? Накремированные подушки из картофельного пюре, обжаренные рапаны с укропом. Подаются с огурцом и с пирожком с чем-то, с чем я прослушала. Но это очень вкусно. Те рапаны, которые я в Японии пробовала, когда ты сам готовишь, их из улитки достаешь, я бы их есть не стала. Да, я бы их есть не стала. А их уже достали и готовы. А с чем у нас печеное сверху, я забыла? Ой, там копченое что-то копченое, Маш. Ну ты пробуй, ты расскажи нам, что ты пробуешь. Что там такое, Маша? Так, пока чувствую свеклу и творожный сыр. Как она раскрывается после 4 часов в печи? Очень хорошо раскрывается. Нежный вкус и такой копченый привкус. Ненасыщенная, наверное, да?
Посмотрим, что с тартарами здесь у нас происходит. Тут такая вот большая тарелка. Ярославль никто не перебьет пока. Неплохо, но не феерично. Я думаю, что это не... Тартар – это не их сильная сторона. Короче, тут вон косточки мозговые, они так, знаете, чуть-чуть попробованы, но не освоены, потому что это мега колоритно, с овощной икрой очень вкусно. А вот сейчас принесли стейк, называется из огненной капусты, под 400-градусным томлением, со сливочным соусом, пармезаном. Вот из-за этого сюда я вернусь обязательно. Хотя не я одна такая, знаете, как сказал наш гарсон. Это, конечно, это произведение искусства. В общем, будете на Красной Поляне, ваше здоровье, загляните вот в эту красоту. Помимо того, что у тебя в роте рвутся рецепторы, у тебя еще глаза из орбит от красоты вываливаются. В общем, десертов я не увидела, но если открыть QR-код, фирменный десерт – это очищенное яблоко, запеченное в печи, в тулупчике из слоеного теста, из мороженое из топленого молока. Топленое молоко – это мой фаворит напитков. А вот сейчас посмотрим, что же там с яблоком. Яблоко нежнейшее. Вот это вот потрясающая вещь. Горячая, холодная, натуральная, волшебная. Ваше здоровье. Ой, а кто это? Ты я. А кто ты? Это я, красная шапочка. Кстати, посмотрите, как потрясающе отражены наши драконы. Очень темные. Блин, это вообще история. Второй этаж, когда идешь, здесь указаны чемпионы разных олимпийских игр. На Красной Поляне можно сходить в казино. Но не именно поиграть, хотя можно и поиграть. Здесь проходят концерты. Вот сегодня, например, будет дискотека «Авария». Мы решили сходить. Для этого что нужно сделать? Нужно обязательно зарегистрироваться. Но так как вечером будут толпы народа, надо прийти пораньше с паспортом, зарегистрироваться для возможной игры. Вот здесь рядышком находится Marriott с прекрасной архитектурой различных стилей. То есть имейте в виду, если концерты, много людей, делайте заход через Marriott. Обязательно заранее зарегистрируйтесь. Да, вот извиняется за неудобство. Видите, судя по всему, Сергей Семенович плиточки свеженькие подвез. Тут, наверное, можно выиграть. Казино – это не только поиграть, это еще попасть на концерт, например, как сейчас на дискотеку «Авария». А если еще поиграть в рулетку, поднять бабла, казино 3 топора, шутка, конечно, то это вдвойне удовольствие. Место такое тоже обязательно к посещению. Но если вы не очень азартны, конечно. От 2400 еще 100 метров по такому фуникулеру. Потом еще раз пересядем и пройдем до каких-то невероятных живописных мест. Ой, а кто это у нас? Дина. Приветствую вас. А где ты нас приветствуешь? В горах. А где еще ты нас приветствуешь? На Роза Хутор. А еще, Дина? На канале «Путешествуй вкусно». Боже мой, ты гениальна, Дина! Когда смотришь на это, у тебя заканчивается словарный запас, потому что ты можешь просто молчать и любоваться. Вон там речушка течет, люди ходят, тут тропа вот такая зигзагами. А здесь вот прям кусочек скал, как будто бы ты находишься в Карелии. Вот сегодня
31 июля в долине, где море, жара. Ну, конечно, не такая, как была в середине июля, там 42-40 градусов. А здесь 13 градусов. И вот этого вот всего недостаточно. Нужно потеплее, и прям мне не хватает шапочки какой-нибудь. Можно прикрыть, и будет теплее. Кстати, вот, друзья мои. Ну просто это вид. Да, мы скрыли бы вид, поэтому я думаю, почему так ветрено? Да, поэтому. Но именно для того, чтобы вы увидели всю красоту, мы сейчас Померзли немножко. подмерзли. Вот тут, посмотрите, сиреневая, легко-фиолетовая, плантация иван-чая. Недолго была заминочка, вот мы поехали вновь. И посмотрите, такие горы, как будто бы лапы. Там, где зеленое меняется. И вот в мини-ущельях или еще лежит снег. Я серьезно пересмотрю свое отношение к отпускам. Можно выбрать бюджет совершенно разный. Даже в том отеле корпоративном, в котором мы живем, Сбербанка, я посмотрела, например, на ноябрь. 10 тысяч за двоих, номер с завтраком. Это прям очень недорого. При том уровне качества, которое там есть, при той логистике, расположении, это очень недорого. И вообще этот курорт, он выглядит как какая-то неведомая, а кому-то и ведомая за граница. Недаром сравнивается с Швейцарией. То есть во время строительства перед Олимпиадой наверняка были приглашены специалисты, и технологии использовались именно в таких широтах строительства. И было лучшее перенято. Я не знаю, там на Олимпиаде всякое показывали, как там что-то отваливалось, унитазы отваливались. Не знаю, но наследие осталось прекрасное, безусловно. И то, что сейчас вот мы можем этим пользоваться. И любой человек это доступно. Доступно приехать, не обязательно в дорогой отель. Можно в другом месте остановиться. Так, ну мы на высоте 2375. Пойдем посмотрим, что там с зиплайном. И вот такая вот очередь. Сейчас в районе 16 на обратную дорогу. Может быть, и пешком придется идти. Дороги осталось работать минут 15. Короче говоря, мы опоздали. Ну, как опоздали? Мы приехали поздно. И здесь уже все, нам не хватит времени. И пойдем вот туда вот с коллегами вниз вот этой вот дорогой. Очень холодно, пришлось утеплиться. Пойдем вниз по разным красотам. Вообще вся вот эта вот сегодняшняя прогулка и путешествие, это будет, наверное, часа 2. Потому что потом у нас фуршет-банкет. Вот. Но надеюсь, что мы успеем в какой-нибудь хамам согреться, потому что здесь порядка 10 градусов. Зябнут копытца. Смотрите, там вообще не лунные пейзажи, а какие-то марсианские, как будто бы здесь было извержение вулкана и черные пески. Короче, кажется, что этот путь будет легкий, но вот такими гусиными шажками. И очень будет, наверное, завтра болеть вот эта вот часть и часть опы. Короче, я уже опять ввязалась со своими коллегами в какую-то авантюру. В общем, все как обычно. Есть, конечно, такие упражнения, как тимбилдинг, а мне это кажется немножко другой билдинг, потому что мы не рассчитывали, что будет так сложно. Поджилки трясутся. И завтрашнее хождение по тропам у меня под вопросом. Надо, наверное, сходить в спа. Вот. Красота вот такая вот колючечка. А пахнет, ребята. Ой, фантастика какая-то. Ну, вот нам грибов в нашей жизни не хватало, но мы попробуем ресторан «Белый гриб». Может быть, я их там раскритикую? Проверим. Судя по предварительному изучению меню, у меня заготовка критики возникла. Но очень хочется всегда заблуждаться и ошибаться. Поэтому надо проверять. Ну что, деревянная постройка уже эко. Вот, кстати, в этом отеле мы будем в сентябре. Можно, кстати, с животными. С Масей, что ли, приехать. Ну, в общем, не знаю, посмотрим, чем удивит такой ресторан. Это в пешей доступности от локации, где мы остановились. А мы остановились в корпоративном отеле Сбербанка. Кстати, сейчас, конечно, там дороговато. Порядка 20 тысяч в сутки на двоих. Но в другие сезоны там более
демократичные цены. А вообще, в принципе, здесь выбор огромный, и вы можете это все найти на Яндекс.Путешествиях. Ссылка будет в описании. Итак, ресторан «Белый гриб». Хлебосольство Кубани. Ну, как ни крути, это все равно Кубань. Тут, конечно, все очень прекрасно. Казацкая закуска из сала, форшмак из сельди. Ну, не наша эстетика. Я думаю, что возьмем паштет из куриной печени с яблоком, порту и бриошью, ну, потому что эта позиция интересная. И, кстати, щучью икру с ржаными гренками. Что с салатами? Угу. Пропускаем. Супы. Юшка грибная. Ну, не знаю. Только чтобы развеять мифы. Тогда мы берем с собой Ивана Ивановича. Мы берем с собой Ивана Ивановича, который лучший с Ярославля. И, конечно же, он будет сало. Да, драники я еще должна. Торчу драники. Так, ну, наверное, пельмени из 3 видов грибов, либо вареники с картофелем и белыми грибами. Вот эта вот позиция беспроигрышная. Просто надо посмотреть, как они ее готовят. И обязательно хачапури от шефа. Вяленые томаты, соус из морчков и свежий базилик. 1020 рублей. Хачапури от шефа. Ну, конечно, мы не в Грузии, мы просто рядом с Грузией. Денис, вот так надо было сделать еще. Интересно. Ну, лучше оригинал. Вообще ваше здоровье. Ну, конечно, здесь щук не водится. Но щучью икру с хлебушком. Вот это что такое? А, это белок. Вообще щучью икру едят вот так вот. Сметана, лук. Иван Иванович, когда-нибудь пробовали такую комбинацию? Иван Иванович в ту дверь зашел. Так, интересно, да? Я надо рюмочку холодненькой, беленькой. Сразу минус, говорю, заведению. Как будто бы хлеб они купили в супермаркете, подсушили, то есть не поджарили. Не тот хлеб однозначно, но наличие фундука – это потрясающе. Посмотрим, что с патэ они сделали. Давай попробуем. В горле вступило карамелизированные яблоки. Патэ слабенькое. Ну, как борщец-то? Очень вкусно. Вкусные? Валерия, а еще раз. Вот У нас тут еще кошечка, посмотри. кошечка. Валерия, вы лучок, да? А целоваться не будете? Какая? Хочу. Похоже, после полета. Какого полета? Ты Лунгай он заказала. Шари. Кстати, спасибо, что напомнила. Так, ну что, белорусская душа не может успокоиться. Национальное блюдо Беларуси – это не щучья икра, это вареники. Тут с какими-то стружками лука, я так понимаю. Знаете, слабенькое тесто, слабенькая сметана. А грибов я там вообще не различаю. То есть как пюрешка картофельная с какими-то грибочками. Ну не вау. Локация потрясающая, но этого мало. Гуси-гуси. Га-га-га. Скажи привет каналу «Путешествовать вкусно». Скажи привет. Ну скажи привет. Не хочешь? Не хочешь. Ну ты малыш, красавец. Да. Да-да-да. Помимо, что здесь просто бомбическая локация, здесь очень много разных развлечений. В течение короткого времени вы можете себе выбрать трупы. Вот туда мы поднимались сегодня. Коллеги дошли до вершины, я нет. А вот смотрите, ребята надувают шар. Причем надувают его очень стремительно.
И нужно на нем полетать. Сколько стоит на шаре покататься? Здрасте. 1000 взрослый, 2 дети. Сколько человек вмещается? 4 до 250 килограмм. Сколько полет длится? 8-10 минут, 35-40 метров поднимается. В сравнении с Каппадокией, где стоит на шаре покататься, там, по-моему, 200 евро, 20 тысяч рублей, то здесь это very cheap price. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествие вкусно», и сегодня мы, как персонажи романа Жюль Верна, буду плакать на воздушном шаре первый раз в жизни. Всего лишь за маленькую копеечку, но столько эмоций и восторга. Все это в месте, где я побывала первый раз в жизни, на Красной Поляне. Объем оболочки нашего воздушного шара 3000 кубических метров. Есть шары 6000 кубических метров объем оболочки. Он уже может поднять 12 человек. 10 тысяч кубических метров уже 20 человек. Соответственно, там и корзины большего размера. 50 литров газа на полчаса полета. Знаете, здесь такие ощущения, что ты в какой-то... как будто бы в Европе. Мы все время где-то как будто бы сравниваем. Но это не как будто бы, это у нас на Красной Поляне. Мне кажется, ни на что не похожая архитектура, но когда смотришь на вот это вот местечко с нашего отеля, где мы живем, оно напоминает некую... Хотя я никогда не была, но мне кажется, напоминает Испанию. Вот отель Сбербанка очень достойный, прям рекомендую. На Яндекс.Путешествия по ссылке можете забронировать. Корпоративный отель Сбербанка изнутри. Ты как будто бы в галерее, но полный комфорт, удобство, душ, джакузи. Боже мой, милый мой. Какая сберовская роскошь. Даже на двоих с террасой это выглядит потрясающе. Маша, помаши людям ручкой. Идем за Иваном Ивановичем. А вот коллеги из маркетинга. Это наши потенциальные размещатели рекламы. Вот, и мы, значит, двигаемся вверх. Надеюсь, что дойдем до конца и с тропы не свернем. А вообще, посмотрите, какая красота открывается. Первый раз здесь, я в восторге. И я буду сюда возвращаться, наверное, раз в квартал точно. И вам тоже рекомендую. Потому что ты здесь очень мало людей. То есть ты гуляешь, твоя психика отдыхает. Ты смотришь все время бесконечно на красоту. И это лучшая терапия от всяких невзгод. А сейчас нам надо втопить. Вот тропы здоровья, все подкрашено цветом. Мы идем по синей. 520 метров, 2 часа время прохождения, не знаю. Возможно, я сойду. Я бы справилась, но, видите ли, у меня был разрыв передней крестовидной. Но в любом случае здесь есть маршруты, на которые вы можете рассчитать свои силы. Все-таки молодая была не молода. И то, что делают молоденькие козочки и козлики, мне уже не под силу. Могу только это для вас осветить. Нам рекомендованы легкие пешие прогулки с небольшим углом наклона. То есть ты вот так вот спиной идешь, а потом поворачиваешься, чтобы отдохнуть, и на тебя фонтан 4К, я не знаю, 25К, 157D вот этой красоты. В общем, ребят, что я вам могу сказать? Никогда не сдавайтесь, идите вперед. Не можете – не идите, не насилуйте себя. Надо бережно относиться к организму. Хочет он так, значит хочет. Не хочет – не хочет. Вот мы, например, выбрали вот такую точечку карельского практически формата. И я вот так беру, опа, вы же на канале «Путешествие вкусно». Медовая, значит, с таким вкусом пино-нуара, ежевика. И вот на этой маленькой площади здесь итальянский ресторан, ресторан «Сатерн». Его очень хвалят, мы сейчас там что-нибудь попробуем. И очень-очень большая винотека с совершенно демократичными ценами на розлив, с закусками, с очень крутым персоналом, который внимательный, заботливый и подскажет, и расскажет из большой коллекции вин. Там тебе и Баролла, и Барбареско, и оранжевые вина совершенно
разные. И вот можно здесь посидеть, там, кто курит, покурить. И вот смотреть, наблюдать, как ходят люди красивые и не очень. Вот, а сейчас пойдем в Сатерни, попробуем что-нибудь на вкус. Знаете, такой минималистический, очень стильный скандик-стиль. Решили мы все-таки посидеть на улице. И вот я открываю меню. Например, что здесь дают? Эклер с патте из утки, тартар из форели, тартар из говядины, сливочный даши, крем-баклажан. Я, наверное, попробую тартар. И еще знаете, что меня очень-очень сильно заинтересовало? Карпаччо из сельдерея, маринованные вешенки, ореховый соус. Супов 3 позиции: луковый, томатный с форелью и палтусом. И суп дюбари с гребешком. Кто не знает, что за суп такой суп дюбари, пишите в комментариях. У нас розмариновым мороженым свежим и грейпфрутом. Обязательно едим все ложкой, захватывая все ингредиенты, чтобы создавался классный баланс кислого, сладкого и горчинки благородной от грейпфрута. Тартар из говядины у нас каенка из баклажанового крема. Белое – это сливки даши, они включают в себя соевый соус, водоросли комбо, стружку тунца бонита, поэтому будет немножко морская нотка. На самом тартаре у нас картофельный пай. Ни в коем случае это все не перемешиваем, можно есть 2 вариантами. Ложкой, захватывая все текстуры от центра к краю, либо же вилкой вот так это все размять, чтобы мясо у вас доходило до каенки из баклажана. И прямо как торт. Вилкой можно так есть. Представляете, говорят, наслаждайтесь. То есть нам заранее говорят, что мы будем наслаждаться, потому что там не как иногда в ресторане, когда он не грузинский, его можно приравнять к грузинскому, потому что жри, что дали. А здесь говорят, наслаждайтесь. Я сейчас попробую насладиться после еще рассказа, по какой методике нужно это все пробовать. Лучше, чем Ярославль. Слушай, ну однозначно не хуже, но интереснее. Во-первых, какой рассказ, какая подача и немножко другая концепция. Поэтому ваше здоровье. Наслаждаемся. 12 месяцев в году можно сюда приезжать. Хочешь на лыжах, хочешь без лыж, хочешь на ватрушках, на чем угодно. СПА-программы, потрясающая гастрономия. Ой.